Всем привет! Компания АвтоВАЗ уже нашла новых поставщиков в Китае. И это не стало неожиданностью. О том, что отечественный автогигант ищет компании именно на азиатском рынке, мы говорили и раньше. Ведь для продолжения выпуска той же Лады Весты необходимо заменить все европейские комплектующие. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня анекдот. Поставщики электронных компонентов для АвтоВАЗа из стран Азии найдены, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Но раньше времени называть поставщиков не захотел, тем более, что этот вопрос всегда договорной. По инсайдерской информации, это будут компании JAC, Great Wall и Geely. Но как бы АвтоВАЗ не выкручивался в данной ситуации, все равно он остановится. Потому что никто не будет покупать автомобиль по такой цене в кризис. Неужели это непонятно? Якобы пока сотрудники АвтоВАЗа будут находиться в отпуске, компании предстоит найти возможность укрепиться по запасам материалов и комплектующих, чтобы в дальнейшем продолжить работу. В первую очередь нужно решить вопросы логистики и вопросы импортозамещения. Конструкторы уже работают над тем, чтобы в кратчайший срок найти варианты решения этой задачи. Наработки якобы есть, добавил губернатор Самарской области. Уже сейчас АвтоВАЗ перенес плановый корпоративный отпуск, который планировался летом, на период с 4 по 24 апреля. Это связано с недопоставками электронных компонентов и с целью недопущения сокращения заработка сотрудников. Также компания сообщила, что с 6 июня перейдет на 4-дневный режим работы сроком на 3 месяца в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов. Как-то мне немного непонятно, неужели за все то время, что существует АвтоВАЗ, никто даже не пытался производить свои детали и комплектующие? Просто столько видео на ютубе, как люди в гаражах собирают умные столы и что-нибудь в этом роде. Объясните мне это в комментариях. Заранее спасибо. Кстати, на днях ульяновский завод «Сигнал» начал переговоры с АвтоВАЗом по поводу изготовления ряда комплектующих, поставки которых ранее шли из-за рубежа. Предприятие «Сигнал» не первый год внедряет собственные разработки, тем самым вытесняя иностранных конкурентов. Завод функционирует в регионе с 2003 года. Он занимается разработкой и изготовлением продукции для автомобилестроения и другим. Так изготавливаются детали для двигателей автомобилей, в том числе для сборки на Ульяновском моторном заводе, который входит в группу ГАЗ. Только какой прок для покупателей от всего этого, спросите вы? Это замещение на уровне 60-х годов прошлого века. Машины дешевле не станут, а менее качественными – да. А я отвечу, в моменте АвтоВАЗ, договорившись с Китаем, делает правильно. Нужно как можно быстрее запустить конвейер. Впоследствии надо искать отечественных поставщиков и отходить от иностранных деталей. Ну и обещанная мною шутка юмора. В ресторане сидит американец, китаец и еврей. Каждому в суп попала муха. Американец немедленно устроил скандал. Китаец съел муху, а еврей продал свою муху китайцу. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Правильно ли сделал АвтоВАЗ, что нашел новых поставщиков в Китае, вместо того, чтобы полностью заменить все комплектующие российскими деталями? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, вы не можете изменить направление ветра, но вы можете наполнить им паруса и отправиться в нужном направлении.